Hello, beautifuls, вы на канале Twinkie Talks, и я совсем уже не хотела делать это видео. Вообще собиралась выпустить видео про фемицид, но пока тема актуальная, и я много прочитала, прочувствовала, то решила немного времени уделить и этому. Богиня, помоги трындецу в файлах Эпштейна. Я не буду долго мусолить эту тему и просто в двух словах, насколько могу, потому что у меня накипело, и если кому-то вдруг я донесу хоть каплю желаемого, если хоть кто-то после этого видео хоть немного задумается и в идеале заканцелить некоторых людей, их компании, их игры и другое творчество, то значит, я не зря это записала. Я пришла сюда, чтобы сказать очередной раз, насколько женские голоса не слышат, насколько всегда закрываются глаза на мизогинию, и насколько вообще мужчины при власти, и не только, считают женщин, детей и даже других мужчин порой, реже, конечно, но просто считают объектами. Объектами, которые можно купить, продать, взять, заткнуть, даже, возможно, съесть. Потому что в показаниях и утечках фигурировали даже такие обвинения. Ну и сам факт, что мы вообще до этого дошли, уже говорит о масштабе этого ужаса. Даже если конкретно поедание не подтверждено, пока я почему-то уверена, что так и было. Я давно думала, как и многие люди, что когда у тебя огромное количество денег и власти, и тебе просто некуда это девать, по-любому происходят какие-то закрытые вечеринки, где практикуется самая дикая, лютая дичь, которую можно представить, и которую... Итак, кто этот такой ваш Джеффри Эпштейн, я много разворачивать не буду. Если вы хотите больше про него узнать, почитайте сами. А если коротко, то мужчинка у нас преступник, PDF-файл, торговец людьми, обвиненный в сексуальной эксплуатации женщин и несовершеннолетних. Сам он себя подавал как элитный финансист. Файлы Эпштейна, для тех, кто не в курсе, это огромный сборник разных фотографий, документов, переписок, контактов, материалов и логов, которые частично опубликовали на сайте Минюста США буквально недавно. Вы сами можете зайти на сайт и посмотреть все из них, но файлов там очень-очень много. Я тоже заходила, смотрела, и я не знаю, я прозрела просто. Самое страшное, что эти файлы выложили только часть их. Там многие текста тупо зацензурены, закрыты полностью. Есть даже несколько подряд страниц, вот полностью черные, закрытые, и там какой-то, знаете, типа от кого-то, там кому-то, какие-то фрагменты по одному слову, все остальное просто цензура. Если торговля детьми — это только часть, что там вообще в полных файлах? Сам чувак, если что, уже мертв, но его дело мусолится не первый год, и я думаю, что будет мусолиться еще не один вперед. Но все это дело не конкретно про него одного, а про целую систему. Систему, в которой богатые дяденьки абсолютно плюют на любые рамки. Не то, что про какие-то рамки закона. Я говорю про моральные, просто человеческие рамки. Система, в которой голоса женщин не значат просто ничего. Потому что столько жертв говорили и заявляли про многих лиц из этого списка, участвовавших в той жести на острове Эпштейна. Столько знаменитых личностей и людей были уже уличены в ужасных действиях и словах даже публично, но всем всегда было все равно. И сколько бы ни кричали женщины, сколько ни голосили обо всем этом, их либо сочтут очередной кто врет, хотя мы знаем реальную статистику нечестно обвиненных в износе, вот она на вашем экране, либо... Либо просто скажут «она поехавшая», а потом ее никто не найдет. Начало публикации файлов было выложено еще в 2025 году. Там же постепенно выкладывали всякие логи перелетов, переписки, электронные письма, видео, показания и разговоры о встречах. Из важного это то, что появление некоторых фамилий в списке не обязательно означает автоматом, что человек причастен ко всей жести. Это не обязательно доказанная вина, но это как минимум означает связи, контакты и общение. А это уже само по себе, спорно, странно. А другая часть подтвержденных и известных моментов и будет сегодня нами обговорена. И, к сожалению, не все, далеко не все, но какая-то часть. Вообще сила, деньги и социальный статус дают безнаказанность просто настолько возможной и даже поощряемой десятилетиями. Я думаю, с этим никто спорить не будет, это просто факт. У меня создается такое ощущение, что сейчас происходит, это просто какая-то попытка расширить окно Овертона.
Если вы не знаете, что это такое, то прочитайте про это больше инфы, и полезно будет. Сейчас в системе, к сожалению, лицо преступников и тех, над кем было совершено преступление, намного менее важно, чем стоило бы. Хотя и последние года будто становится немного лучше, однако все равно, как мне кажется, недостаточно, как мы видим по последним событиям, недостаточно. Это всегда было ясно, всегда выражалось даже в таких простых вещах, как СМИ. Например, где вместо того, чтобы заголовками писать о том, что мужчина сделал то-то, то-то с женщиной, они писали «совершено преступление, преступник сделал то-то и то-то с жертвой». Ну, либо частичные факты, знаете, типа женщину изнасиловали, или, ну, не сказано кто, или мужчина совершил преступление, но не сказано над кем. Хотя мы все и так давно знаем, какое лицо у насилия. Это все статистика, это не я. И смешно, что как только ты хочешь выделять, конкретизировать, то начинаются крики о том, что «Ой, не все такие!» И статистика сразу не играет вообще никакой роли. Когда нужно унизить женщину, когда происходит повсеместная мизогиния во всех областях существования, то на это просто закрывают глаза. Когда им невыгодна статистика, на нее закрывают глаза. Когда она им нужна, они сразу такие «А вот по статистике!» И пошло-поехало, не знаю, у мужчин больше обнулений, там еще какие-нибудь тяжелые работы, шахты. Это мы молчим о том, что это продукт патриархата, за который вы сами должны бороться, за который вы должны делать что-то. Ну ладно, сегодня не об этом. Итак, самые известные лица, которые в файлах у нас упоминаются, это, конечно, это у нас Трамп. Но с ним и было уже давно известно. Даже без этих файлов куча проблем. Его сексистские высказывания, его расизм, приставание к дочери, даже в прямых эфирах, в эфирах по новостям, где он буквально говорил на всяких там интервью, что хотел бы ее, если бы она не была его дочерью. Много-много всего чел делал, что всем отлично известно, и он, очевидно, не в норме. Он далеко не в норме. Именно поэтому всему, что есть конкретно про него в файлах, я могу поверить на 100%. И самое жуткое, что было в этих файлах, это торги несовершеннолетними девочками на аукционе, где он пальцем измерял их. В общем, вы поняли, это самая дикая жесть, которую я не хотела знать. И при этом чел является президентом целой страны. Господи, я просто хочу отряд валькирий каких-нибудь. И, я не знаю, каких-нибудь Эбби, там еще кого-нибудь. Также там Илон Маск, что, тоже совсем меня не удивило. Он буквально разрешает проносексуализацию нейронка детей в своих соцсетях, типа как в X, например, в бывшем Твиттере. Про него тоже известно много дерьма, о котором при желании вы можете почитать сами. Билл Клинтон, Мик Джаггер, Дэвид Копперфильд, Билл Гейтс, принц Эндрю. Множество людей там фигурирует. Но если говорить про связи с гейм-компаниями и лицами с этой сферы, то есть отдельные эпизоды обсуждения в файлах. И самое известное, что появлялось в этих обсуждениях и анализах, это, например, Бобби Котик, экс-SEO Activision. Его имя и переписка с Эпштейном фигурируют в документах. Также это Лесли Бензина, бывший президент Rockstar North, и Сэм Хаузер, тоже Rockstar. В их играх всегда было куча мизогинии, это тоже известный факт. Я не так давно даже без какого-либо разбора конкретных тем, что Rockstar делали в целом в реале, просто сняла небольшую реакцию на трейлеры GTA 6, вот в этом видео можете глянуть. У них так-то послужной список пиздеца сам по себе не маленький, но в недавно опубликованных файлах прозвучали обвинения в адрес нескольких бывших глав Rockstar. И вроде пока это не приговор суда, что логично, но это задокументированные показания жертв. Я не знаю, как вы. Я склонна верить жертвам, когда происходит вот такой повсеместный трындец. Лесли Бензиса обвиняют в сексуальном насилии. И кроме того, в документах утверждается, что нынешний президент Rockstar Сэм Хаузер был по меньшей мере об этом осведомлен. Эти заявления исходили от женщины Сары Ренсом, которая давно признана потерпевшей по делу о секс-торговле, организованной Эпштейном. В 2006 году она подверглась насилию с их стороны, и в недавно раскрытых документах Ренсом пишет, что Лесли Бензис также совершил над ней насилие в период, когда они встречались. В своих обвинениях Ренсом описывает инциденты, она утверждает, что он вел себя так, словно изобрел разбрасывание денег на проституированную женщину, после чего совершил над ней сексуальное насилие. Она связывает такое поведение с воздействием наркотиков, конечно, и отмечает, что подобные сцены затем использовались в видеоиграх для развлечения миллионов людей. Она задается вопросом, откуда могли взяться эти идеи, указывая на человека, который помог создать GTA. Также Ренсом упоминает, что Бензис навещал ее в Нью-Йорке, знал о происходящем, давал ей деньги на билеты.
И обращаясь к Сэму Хаузеру, она пишет, что он неоднократно встречался с ней во время ее отношений с Бендисом. Она заявила, что пришло время узнать, чем на самом деле занимаются мужики из Rockstar за кулисами, и выражает удивление тем, что против них до сих пор не был подан коллективный иск. Пока что никакая из компаний лично не подтвердила, ничего не высказала на этот счет публично, но скандал может иметь последствия для Rockstar, учитывая, что компания и так находится в непростом положении после недавних заявлений о кранчах и препятствовании созданию профсоюзов. И я надеюсь, что так и будет. И вы понимаете, да, препятствование созданию профсоюзов, это само по себе говорит вообще о многом, потому что они тупо не хотят, чтобы их работницам и работникам была какая-либо защита, потому что профсоюзы нацелены именно на то, чтобы, по сути, защищать права работающих людей в фирме. Уже давно и долго куча феминисток, включая меня, пытались донести всем, что их игры и сама компания — это жуткая херня, которые делают и делали, и будут делать много дерьма и реальным людям, и в игре. Но каждый раз мужчины закрывали глаза на эту мизогинию в той же GTA, которая просто повсеместная. И они кричали: снова эти фемки лезут, вообще так просто ни о чем, господи, это просто игра. А я в который раз говорю, любая мизогиния неизбежно ведет к фемициду и нормализации насилия над женщинами. Может, не сразу, может, не через год, не через 2, но в масштабе она приводит к этому с реальными людьми. Как мы видим, это связано очень тесно. Изменит ли что-то положение дел в этот раз? Я не знаю, честно говоря, я даже сомневаюсь. Но, может быть, просто возможно, если кричать достаточно громко, может быть, нас услышат когда-нибудь. Или нет. Или нам придется брать все в свои руки и, наконец-то, устраивать. Лесли Бендис, кстати, абсолютно категорически отверг обвинения в свою сторону. И вообще он сказал, что он даже не знаком с Эпштейном. И, честно говоря, я ему не верю. И почему я должна? И Почему просто, если он упоминается в файлах, и разве даже если предположить, что это неправда, хотя я склонна снова же верить женщинам и жертвам, а не влиятельным известным мужчинам. Но хорошо, если предположить, что это не так, я повторюсь, что Rockstar как компания делают и делали очень много дерьма в своих играх и вне их. То, за что их стоило бы отменить, то, чего делать не надо, оно даже без файлов Эпштейна у них есть. Типа, даже без этого всего. Их стоит отменить уже давно. В игре это нормализация покупки женских тел, шутки об этом, без показа каких-либо реальных проблем этого. Вывалили эту хрень, и типа, это нормально, всем пофиг, всем норм. Романтизация власти и безнаказанность, продажа сатиры, но почему-то с одними и теми же жертвами в виде, женщин. А в реальности, я уже говорила, и препятствование профсоюзам, и обвинения в сексизме на работе, и там много чего есть тоже, если почитать. Когда одна и та же компания десятилетиями всплывает в скандалах, обвинениях и жалобах, это уже не пахнет случайностью. Типа, один раз окей, случайно. 2 раза, но уже появляются вопросы. А 3 раза — это уже система. И если вдруг вы этого не понимаете и будете защищать Rockstar и защищать их игры, я не знаю, что еще сказать. Из всех компаний мелькнула именно Rockstar. Из всех компаний именно в Rockstar было много скандалов и жалоб. Из всех. Можно было выбрать другие, да, казалось бы. Но там оказалось именно это, у которой куча проблем, известных с давних пор. Сейчас только масштабно отменять игру и компанию, ровно как и все другие игры с мизогинией и объективацией женщин. Мне кажется, на данный момент девушкам в целом нужно сплотиться как можно сильнее. И мы уже знаем, что любая мизогиния даже в играх ведет к последствиям в реальной жизни. Я говорю об этом уже не первый год, еще начиная с Инстаграма. Я говорю об этом постоянно, я говорила об этом в прошлых видео, и теперь, когда обнародовали эти файлы Эпштейна, сейчас это видно еще больше, насколько мне морально тяжело об этом говорить просто. И я знаю, что сейчас мужчины, что поддерживают мизогинию, массово ущемятся. Могут прийти ко мне в комментарии, как обычно они любят писать всякую дичь. И в целом я видела много их страха исключительно о том, что ой, нет, теперь же могут 6-ю GTA снова перенести из-за этих обвинений. Типа они реально боятся переноса игры, они думают о том, какой пиздос творили работники студии. Им плевать. Для них важно то, что ой, игру перенесут. Они даже не думают о том, чтобы канцелить ее, они даже не
думают о том, что это все хрень собачья, о том, как это может быть плохо. Они думают: ой, блин, такие обвинения всплыли, что неужели опять GTA-шку перенесут? Ну, правильно, потому что плевать, когда твой кумир — это насильник, плевать, когда игры — это продукт культуры насилия и сексуализации женщин, а мы тут об этом говорим постоянно, снова же приводим примеры, факты, аргументы, но их это просто не останавливает, они еще и умудряются перекрутить или опровергнуть как-то там, хотя, там просто нечего опровергать, но они пытаются, ладно, тщетно. Может понять, что их удовольствие не в вакууме — это сложно? Может быть, им тяжело понять, что любая дичь, которая приводит к плачевным последствиям для реальных людей, это плохо? Может, мне нужно стать привилегированной группой или иметь Y-хромосому, чтобы узнать, как они мыслят? Почему они вообще не видят в этом проблемы? Я не знаю, возможно, это так. Иначе я уже которое видео удивляюсь, иначе я вообще не понимаю, что с ними, что с их головой, почему они не видят проблемы там, где эти проблемы просто очевидны. А ведь сколько известно о том, как знаменитые мужчины насиловали женщин. Сколько таких дел, как Харви Вайнштейна или Дэна Шнайдера, просто замяли. Например, в ФБР была жалоба на Эпштейна еще в 1996 году. И по 2025 продолжали они их получать, кстати, но, конечно, всем насрать. В 1996 году это было от женщины, которая обвиняла его в детском проне. Тогда никто ничего не предприняли, многие обвинили ее во лжи, и так делают буквально постоянно с каждой женщиной, особенно если она подает заявление на знаменитого и влиятельного мужчину. Расследования игнорировались или проводились слишком медленно федеральными органами, и это не просто дает почву для продолжения подобного, а буквально содействует этому. Они позволяли это, они плевать хотели на женщин. И я вам клянусь, у меня будет ноль удивления, если это будет продолжаться, и никто ничего снова не предпримет. Если в этот раз это тоже буквально будет вообще без последствий для кого-либо. В марте 2005 года полиция во Флориде получила сообщение о том, что несовершеннолетнюю девочку привезли в дом Эпштейна для сексуализированного массажа. В том же месяце полиция передала эту информацию ФБР, но бюро открыло расследование только летом 2006 года. У ФБР были другие доказательства в виде фоток, видео, показаний людей о том, что действительно был детский прон, но оно не провело расследование и не арестовало Эпштейна. Кроме того, с 2006 по 2008 года банк Morgan Chase неоднократно сообщал властям о транзакциях Эпштейна и обеспокоенности по поводу возможной детской проституированности. Джеффри Эпштейн был арестован в 2008 году и провел в заключении только 13 месяцев после того, как сам признал себя виновным по 2 обвинениям, связанным с проституцией. При этом ФБР к тому времени установило около 40 девушек, пострадавших от сексуализированного насилия со стороны Эпштейна, но отказалась от его судебного преследования и закрыла дело после того, как он согласился не оспаривать иски пострадавших о компенсации. В 2019 году Эпштейна снова арестовали, на этот раз по обвинениям в секс-трафикинге, в том числе снова несовершеннолетних. В судебных документах по этому делу говорилось, что за прошедшие года не меньше 40 девочек привозили в особняк Эпштейна и подвергали сексуализированному насилию. В ходе обыска у Эпштейна нашли множество фотографий полностью или частично обнаженных женщин. Там даже было фото тел женщин или детей с цитатами из Лолиты Набокова. Кто знают, те знают, что это история о PDF-файле, рассказанная самим ненадежным рассказчиком в виде этого же PDF-файла. Через месяц после ареста тогда Эпштейна обнаружили в камере уже неживым, мол, обнулился. Но что-то я уже начинаю понемножку верить, что это могло быть планированной фальсификацией, и на самом деле он где-нибудь вполне себе живой. Но это уже просто я думаю. Одной из самых известных жертв Эпштейна стала Джуфре, что открыто заявляла, что Эпштейн и Максвелл торговали ей как подросткой, и что она была вынуждена иметь секс с влиятельными мужчинами, когда ей было 17-18 лет. Она подавала в суд в США в 2021 году на принца Эндрю за сексуализированное насилие, и в результате стороны пришли к внесудебному соглашению. Ануська де Георгио, британская актриса, говорила, что была жертвой Эпштейна на протяжении нескольких лет. Йоханна Сьоберг утверждала, что принц Эндрю коснулся ее без согласия в доме Эпштейна. Мишель Ликата заявляла, что ее насильно привозили к Эпштейну, когда ей было 16. Дженна Лиза Джонс говорила, что Эпштейн приставал к ней в ее 14. Сара Рансом утверждала, что ее вывозили на частный остров Эпштейна для эксплуатации. И тот факт, что огромное множество влиятельных и знаменитых личностей были на его острове, на его вечеринках и делали все это вместе с ним, участвовали в торговле и насилии, а то и в поедании людей, мало ли. Это все тоже является фактом.
многие из которых и были известны ранее или уже утверждены. Тут хотите, не хотите, но факты налицо. Общество просто системно игнорирует женщин, жертв насилия и торговли людьми. А разговоры об этом всегда подвергались какому-то юмору и шуткам, склонялись к замалчиванию и к тому, чтобы просто не быть услышанными. Всегда конкретика стиралась, всегда это было типа: ой, это не мужчина сделал, это даже не человек, а это именно человек, это именно мужчина. И когда мы стираем субъекта насилия из языка, мы стираем эту ответственность. И я вот про это все в целом уже не первый раз говорю, и сейчас повторю, и следом вставлю скрины того, что писала раньше в Threads. О таких вещах важно и нужно говорить, и важно говорить, что мужчина сделал что-то с женщиной, потому что хотите вы или нет, но статистика именно такова. Факты таковы, что фемицид происходит ежедневно и повсеместно. И про то, от кого и над кем это происходит, говорить просто обязательно категорически нужно. Если вдруг ты не такой, то отлично, все и без тебя знают, что есть не такие. И если ты реально не такой, то ты сам должен понимать, почему это все важно, почему твой пол является угнетателем, а мой — одной из маргинализированных групп. Ты должен понимать, почему важно, что женщины говорят об этом. И если ты не такой, то ты должен либо быть с нами и за нас, либо хотя бы молчать и не мешать. Потому что, еще раз, мы отлично знаем, что не все мужчины. Только вот не все мужчины, но почему-то всегда мужчины. Если вы говорите, что это не про вас, тогда почему это вас так бесит? А я еще раз призываю девушек и всех неравнодушных тоже по максимуму канцелить любых известных личностей, которые связаны с делом Эпштейна и на которых в целом были какие-то жалобы, а тем более подтвержденные обвинения в насилии. Канцелить их компании, их игры, как, например, Rockstar, у которых давно известно множество жуткой херни, и прочие лица. Про таких знаменитых абраганов, как Трамп и Маск, я вообще молчу. Я тут даже ничего говорить не буду, это просто... Если кто не знает, значение слова «канцелить» — это отмена, то есть отказ поддерживать деньгами и вниманием культуру, которая нас уничтожает. Потому что, когда вы знаете проблемы и поддерживаете их, то это уже выбор. Но не то, что «ой, я не знала, не слышала», потому что сейчас ты знаешь, сейчас ты услышала. И даже если вдруг ты женщина, которая не видит в этом проблему, а я думаю, таких меньшинство, я на это надеюсь, правда надеюсь, что таких меньшинство, то знай, что она не перестала тебя касаться из-за этого. Из-за того, что ты закрываешь на нее глаза, ты не перестала быть маргинализированной группой, а розовые очки, как правило, бьются стеклами внутрь, к сожалению. В принципе, я, наверное, все сказала, я не хотела затягивать это видео, и, как я уже сказала в начале, я вообще не хотела его делать, но просто когда ты сидишь, очередной раз смотришь, читаешь, думаешь, а я потом еще пошла смотреть и читать всякие дела, даже не связанные с Эпштейном, а просто дела о насилии и новости. И когда ты это все видишь, и ты видишь, насколько много реально мужчин производят насилие над женщинами, ты хочешь, не хочешь, а очки реально бьются стеклами внутрь. Потому что это очень больно и грустно, и ужасно. В этот раз видео получилось довольно-таки, будто бы не на хорошей, не на доброй ноте, но сказать, что я надеюсь, что этот мир станет лучше, я надеюсь. Станет ли? Но мы можем попытаться, во всяком случае, девочки. Мы можем попытаться. На этом все, твинчата. Если вам зашло, подписывайтесь, ставьте лайки. Если нет, то тоже нормально. Всем пока.